Деструктивные манипуляции отравляют отношения, расшатывают эмоции, разрушают психику, могут привести к различным расстройствам, депрессии, зависимости и даже нанести травму. При этом качественные тонкие манипуляции не видны и не очевидны. Их бывает сложно распознать, особенно если вы с ними не знакомы. Вроде бы все хорошо и понятно, и человек вроде хороший, и правильные вещи вроде говорит, но почему-то эмоционально тяжело и плохо, и появляется ощущение, что сходишь с ума. При этом грамотного манипулятора и за руку не возьмешь, и ничего не докажешь. Поэтому так важно уметь распознавать деструктивное воздействие для того, чтобы иметь возможность вовремя дать отпор или, по крайней мере, выйти из коммуникации. Пройдемся по основным признакам деструктивных манипуляций. На что нужно обращать внимание в первую очередь. Первое. Вам эмоционально плохо, но вы с этим ничего не делаете. Ваши границы нарушают, но вы с этим ничего не делаете. Вас унижают, обесценивают, хамят, делают вам больно, но вы это терпите и ничего с этим не делаете. При этом вам эмоционально плохо только с определенным человеком или после общения с ним. Если вдруг вы чувствуете себя хорошо, если вы радуетесь жизни или, не дай бог, вообще счастливы, то появляется этот человек и все исправляет. Настроение портится, вам становится тяжело и плохо. У манипулятора же настроение наоборот становится хорошим. Он как будто бы выпивает вашу энергию и ваше настроение. Здесь наши эмоции, наше тело говорят нам о наличии проблемы, даже если мы ее не осознаем. И если мы не обращаем на это внимания и ничего с этим не делаем, наша психика начинает говорить с нами громче, и нам становится хуже до тех пор, пока мы не поймем, что происходит. Поэтому слушайте, о чем говорят вам ваши эмоции, обращайте внимание на ваше состояние, обращайте внимание, как вы себя чувствуете с разными людьми и с чем это может быть связано. Второе. С определенным человеком вы постоянно чувствуете себя недостаточным, неуместным, плохим. Это неосознаваемый, непроживаемый токсичный стыд, который невозможно ни определить, ни понять, ни прожить, ни избавиться от него. Это постоянное ощущение, что я какой-то не такой, каким я должен быть, что я обязательно должен измениться, что я должен соответствовать каким-то стандартам, которым сейчас не соответствую. Это глубинное убеждение и переживание, что такой, какой я есть, я никому не нужен, что такой, какой я есть, я не достоин ни любви, ни внимания, ни хорошего отношения. Третье. С определенным человеком вы постоянно испытываете чувство вины. Это ощущение, что я сделал что-то не так, что я где-то накосячил, что я что-то испортил и теперь заслуживаю наказания. Что я должен возместить ущерб, извиняться и заслужить прощение. Это хроническое ощущение и переживание того, что я кому-то что-то должен, но невозможно это ни прояснить, ни избавиться от этого чувства. Четвертое. Тревога. Это постоянный неопределенный, неопредмеченный страх, стресс и переживание. Это постоянное напряжение и ожидание опасности. Вы постоянно думаете об определенном человеке, вы постоянно крутите у себя в голове диалоги с ним, какие-то мысли с ним. А что, если он меня бросит? А что она подумала? А что он имел в виду? А что, если меня уволят? А что, если я останусь одна? А что, если я останусь без денег? Вот это все «а что если» и «а вдруг». То есть какой-то определенный человек является генеральным поставщиком вашей тревоги, является главным героем ваших страшилок, фантазий, сомнений, сожалений, внутренних фильмов ужасов. При этом очень страшно потерять эти отношения, но очень тревожно в них оставаться. Пятое. Вы всегда в неопределенности. Вы всегда в подвешенном состоянии, в котором невозможно расслабиться. Вы всегда должны ждать, терпеть, надеяться и верить. Всегда есть какой-то подвох, подтекст и нюансы. Постоянные качели, изменения планов, форс-мажоры, какие-то непредвиденные обстоятельства и уважительные причины. Вы всегда на испытательном сроке. Вы всегда висите на крючке. Вы всегда подаете надежды. Надеетесь, что вам позвонят и о вас не забудут. Никогда нет полной уверенности. И нет возможности прояснить отношения, договоренности и условия. Поэтому вы остаетесь в напряжении, постоянно думаете про этого человека и про эти отношения. Шестое.
Вы постоянно пытаетесь подстраиваться под другого, пытаетесь угодить другому, пытаетесь быть правильным, хорошим, удобным в глазах другого. Вы пытаетесь заслужить чужое внимание, доверие, уважение, расположение. Вы обслуживаете чужие интересы, потребности, эмоции и чувства даже в ущерб своим. Это ощущение зависимости, психологической, эмоциональной, физической или какой-либо другой. То есть зависимое состояние, зависимое поведение – это когда я говорю себе «нет» для того, чтобы сказать тебе «да». 7. Рядом с определенным человеком падает ваша самооценка. Вы становитесь неуверенными в себе, ваша самооценка становится неадекватно низкой. Все ваши заслуги, все ваши достижения, все ваши качества становятся незначительными. Вы начинаете плохо относиться сами к себе, возможно, даже с пренебрежением или даже с отвращением. Развивается комплекс неполноценности, синдром самозванца и прочие игры разума. При этом в других обстоятельствах, в других отношениях, в другом окружении, с другими людьми ваша самооценка восстанавливается и становится адекватной. Вы восстанавливаете свою способность опираться на себя, на свои качества, на свои успехи, достижения, чувствуете себя уверенно и хорошо. 8. С определенным человеком вы начинаете сомневаться в собственном рассудке и в собственной адекватности. В общении с этим человеком вы чувствуете себя растерянными, сбитыми с толку, в состоянии беспомощности. Вы понимаете, что вы чего-то не понимаете, но чего именно вы не понимаете. Здесь же переживание измененного состояния сознания, ощущение ватных мозгов, ощущение легкого транса, когда все окружающее кажется не очень реальным. И 9. Нет сил, нет энергии, нет мотивации, ничего не хочется, нет желания что-то делать. То есть с определенным человеком вы чувствуете себя опустошенными и выжатыми, как лимон. Апатия, подавленное состояние, ничего не хочется и не хочется ничего хотеть. Хочется обнять коленки в вязаных носках, смотреть в дождливый вечер, пить какао и слушать песни Максим. Итого, эмоционально и физически плохо, но вы с этим ничего не делаете. Токсичный стыд, токсичная вина, токсичная тревога, подвешенное состояние, зависимое поведение, заниженная самооценка, сомнения в собственном рассудке, апатия, бессилие, беспомощность. Это основные эмоциональные признаки, на которые можно обратить внимание. Главное, если вы отслеживаете, что с определенным человеком сильно меняется ваше эмоциональное состояние, обратите внимание, что конкретно с вами происходит, с чем это связано, что такого делает другой человек, что так сильно на вас влияет, на какие точки он давит, какие техники применяют, почему это работает, зачем он это делает и как постоять за себя. Просто кричать другому человеку, что если мне плохо, значит ты чертов абьюзер, манипулятор, нарцисс и психопат, скорее всего, будет неэффективно. К слову, это тоже довольно грубый манипулятивный прием, о котором мы поговорим в одном из следующих видео.